Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы познакомим вас с подборкой самых необычных книг в мире, которые когда-либо были написаны. От абсурдных сюжетов и сюрреалистической манеры изложения до эзотерических книг и оккультных энциклопедий, смысл которых веками остается неразгаданным. Эти произведения заставят вас взглянуть на литературу с совершенно новой стороны. Мы расскажем вам о том, как авторы создавали уникальные миры, полные неожиданных поворотов и эксцентричных идей. Эти книги шокируют, вдохновят и заставят вас задуматься о том, что такое искусство слова. Приготовьтесь к захватывающему путешествию по страницам самых необычных литературных произведений. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь давайте начнем. Кодекс Серафини. Луиджи Серафини. Более 40 лет назад итальянский архитектор и промышленный дизайнер Луиджи Серафини создал ее – сюрреалистическую энциклопедию вымышленного мира, озадачившую лингвистов. Книга, написанная на неизвестном языке с непонятным алфавитом, содержит 360 страниц и 11 глав. Открыв ее, вы увидите неизвестные науке животные и растения, а также действия, которые на нашей планете нереальны. По сути, это элементы, свойственные нашему времени, но в стадии абсурда. Сюрреалистические сцены включают кровоточащие фрукты, растения, которое вырастает и становится стулом, занимающуюся любовью пару, которая превращается в крокодила, и все тому подобное. Все это можно назвать не книгой, а шармом психоделического сияния. Автор писал свое творение более 2 лет, ведя аскетичный образ жизни. Что же Серафини хотел сказать своими рисунками, так до сих пор и не разгадано. Несмотря на все странности, книга Луиджи Серафини стала успешной. Кодекс неоднократно переиздавали в Италии. Его печатали в Штатах, Голландии, Франции, Германии и Китае, а первый тираж давно признан коллекционным. Красная книга. Либер Новус. Карл Густав Юнг. Красная книга, известная также под названием Либер Новус, это манускрипт психолога и философа Карла Густава Юнга, швейцарского психоаналитика и неформального ученика Зигмунда Фрейда. После того, как пути Юнга и Фрейда разошлись, Юнг приступил к работе над Красной книгой. Автор посвятил этому занятию 16 лет, в период с 1914 по 1930 год, и описал свое творение как самый трудный эксперимент. Произведение представляет собой психоделическое исследование 7 личных дневников Юнга. Это путешествие автора в бездну собственного бессознательного, его откровения о вопросах, которые мучают его душу. Книга предназначалась для самых личных материалов. Даже сам Юнг предупреждает, поверхностному читателю содержание книги может показаться бредом. Из-за опасений, что создание книги разрушит репутацию Юнга, родственники и потомки психолога долгие годы препятствовали ее публикации. Лишь в 2001 году к манускрипту были допущены исследователи, а широкая публика смогла познакомиться с книгой только после ее публикации в 2009 году, почти через 50 лет после смерти автора. Гигантский кодекс или Библия дьявола. Перед вами гигантский кодекс, который является самой большой средневековой рукописью из всех существующих. Он весит 75 килограммов. Помимо огромного размера, гигантский кодекс отличается странной историей создания и подробным изображением нечистого, из-за которого эту книгу принято называть Библией дьявола. Она содержит полный текст Библии, труды Исидора Севильского и Иосифа Флавия, медицинские трактаты, описания ритуала экзорцизма и другие тексты. Все на латинском языке. Но как жуткая иллюстрация нечистого попала в сборник священных текстов? Считается, что книга была написана в XIII веке в бенедиктинском монастыре чешского города Подлажице. Монах-отшельник якобы написал ее в одиночку за 1 ночь, что, учитывая размеры Библии и ее богатые иллюстрации, невозможно. Легенда гласит, что руку обитателя монастыря вел сам дьявол, поэтому изображение и украшает одну из страниц книги. Если рассматривать более реалистичную версию, то, судя по почерку, вся работа действительно была проделана одним человеком. Однако на это потребовалось от 20 до 30 лет. С 17 века Библия дьявола хранится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме и находится в постоянной экспозиции, открытой для широкой публики. Алфавитная Африка. Уолтер Абиш. Уолтер Абиш – американский писатель, который наполнял свое творчество новациями и экспериментами. Так, в 1974 году он представил миру повесть «Alphabetical Africa».
построенную по принципу алфавита. Первая глава его творения содержит только слова, начинающиеся с «A». Во второй использованы слова, начинающиеся с «A» и «B». В третьей главе добавляются слова, начинающиеся с «C», и так далее до «Z». И дальше каждая глава начинает выводить слова в обратном порядке. 27 глава удаляет слова на «Z», 28 глава удаляет слова на «Y» и так далее до главы 52. Пока снова не останутся только слова на «A». Странно? Безусловно. Неотразимый сюжет? Возможно. Вдруг кто-то из вас уже читал «Алфавитную Африку», напишите в комментариях ваши впечатления. «Дом листьев», Марк Данилевский. Экспериментальный роман американского писателя Марка Данилевского, который он писал 10 лет, был опубликован в марте 2000 года. Сюжет рассказывает о загадочном особняке, который внутри оказывается больше, чем снаружи. Обитатели дома решают исследовать его тайные коридоры, и один за другим пропадают в темноте. Казалось бы, очередной ужастик в духе Стивена Кинга, но это не просто книга, а настоящий вызов читателю. Весь роман — это беспощадное издевательство над типографиями и самим процессом книгопечатания. Текст рвется, иногда расползается и всячески ломается по прихоти автора. Иные фрагменты надо читать с помощью зеркала, другие переворачивать, а те, где речь идет о лестницах, в буквальном смысле складываются в лестницы. Всего на 736 страницах встречается еще много изобретательного типографского хулиганства. Подобные выкрутасы работают на атмосферу и отлично передают эмоции героев и странность самого дома. Книга «Дом листьев» — это одновременно и роман, и литературный эксперимент, и визуальная игра. Книга Сойга. В конце 16 века в Англии жил мужчина по имени Джон Ди. Он был математиком, алхимиком, астрологом и вдобавок ко всему являлся советником при дворе Елизаветы I. У мистера Ди была и обширная библиотека эзотерических оккультных книг, ну а изюминкой коллекции являлась книга Сойга. Книга Сойга написана на латыни, она посвящена магии и астрономии, а некоторые разделы — определенным ангелам. Джон Ди был буквально одержим толкованием секретов книги Сойга, в особенности серии зашифрованных таблиц, которую считал ключом к некой эзотерической тайне. Согласно легенде, однажды математику явился архангел Уириэль и поведал, что книга Сойга была написана в Эдеме для Адама, а расшифровать ее сможет только ангел Михаил. Однако Ди не удалось постичь тайну рукописи. После смерти ученого книга Сойга считалась утраченной, пока в 1994 году в Англии не были обнаружены 2 ее копии. Но современным ученым тоже не удалось хотя бы частично расшифровать таблицы, над которыми трудился Джон Ди. Истинный смысл книги так и остается непознанным. Хроники знамений и пророчеств. Конрад Ликостен. Французский гуманист Конрад Ликостен написал «Хроники знамений и пророчеств» в 1557 году. Изданная в качестве энциклопедии книга содержит обширную и подробную информацию о всех монстрах, таинственных оккультных верованиях и даже наблюдениях кометы Галлея и многое другое, начиная от Адама и Евы, Древней Греции и далее до Средневековья. Фантастические чудовища, библейские предания, массовые бедствия, прибытие неизвестных космических объектов – все это ждет вас на страницах этой книги. Удивительно то, что хроники знамений и пророчеств написаны очень подробно. Да и без откровенных иллюстраций здесь не обошлось. Может и правда все описанное в книге существовало. Кстати, ее копию сегодня вы можете купить всего за пару тысяч $. История о девочках Вивиан. Генри Дарджер. Тихий и застенчивый Генри Дарджер 50 лет работал уборщиком в центре Чикаго. На протяжении долгих лет он жил в одной и той же съемной квартире и не привлекал к себе никакого внимания. Никто даже не догадывался, что в это время он тайно писал одну из самых странных и запутанных книг в мире. Лишь после его смерти в 1973 году хозяйка квартиры обнаружила рукопись из 15 тысяч страниц под названием «История о девочках Вивиан в царстве нереального. Война Гландеко Ангелиниан, вызванная восстанием детей-рабов». Главные героини романа — сестрички Вивиан, прекрасные и благородные девочки, возглавляющие войско по борьбе с детским рабством. Более 9 миллионов слов, с более чем 300 иллюстрациями и совершенно фантазийным сюжетом представляет собой одно из самых масштабных и путанных повествований.
Некоторые изображения, нарисованные акварелью, составляли 3 метра в ширину. По сей день неизвестно, как много времени Генри посвящал написанию своего труда, ведь он ни словом не обмолвился об этом с кем-либо. Игра в классики. Хулио Кортасар. Перед вами «Игра в классики», книга, считающаяся своеобразным эталоном магического реализма. Ее автора-аргентинца Хулио Кортасара считают интеллектуалом и экспериментатором в литературе. Сначала он был мастером коротких рассказов, пока в 1963 году не вышел его роман «Игра в классики». В романе мы видим историю жизни аргентинского переводчика Орасио Оливейры. В конце произведения финал остается открытым, однако «Игра в классики» — это книга с сюрпризом. Роман можно прочитать обычным способом, а можно по предложенной автором схеме, перепрыгивая с главу на главу, как при игре в классике. Так она становится намного интереснее, потому что в сюжет вплетаются дополнительные эпизоды. Кортасар хотел, чтобы читатель был полноценным героем произведения и как бы играл с ним. По мнению автора, есть два типа читателей. К первому относятся люди, которые хотят прочитать книгу, не прилагая никаких усилий. Второй тип – люди, максимально вовлеченные в происходящее, которые пытаются достроить сюжет, найти скрытые смыслы. Книга рецептов «Well Done». Кулинарная книга с абсолютно белыми страницами? Да, сборник рецептов под названием «Well Done» — это не шутка. Это реальная книга с секретом, разгадка которого находится в самом названии. Мы привыкли, что сначала открывают поваренную книгу, а потом духовку, чтобы запечь там что-нибудь вычитанное на страницах книги. Но книгоиздатели хорватской дизайн-студии Брукета & Диник решили вывернуть этот процесс наизнанку. Поверьте, они точно заслужили премию в области изобретательности. Текст с описанием этапов приготовления блюд появляется только после запекания. Буквы проступают на странице при нагревании книги при температуре 100 градусов. Рецепты напечатаны на специальной термоустойчивой бумаге, которая не подвержена ни горению, ни тлению. Чтобы увидеть информацию, книгу нужно завернуть в фольгу и отправить в духовку на 20 минут. Когда книга остынет, страницы снова станут белыми, так что готовить блюдо придется по горячим следам, причем в буквальном смысле этого слова. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. И еще обязательно делитесь в комментариях, какую книгу из нашего видео вы бы были не прочь пролистать и почитать.